Смотри, стоит Куджин. Привет. Эй, ты что делаешь? Сегодня эта телепередача моя. Итак, что у нас тут? Не делай так больше. На диване разместился твой батя. Привет. Давайте сначала. Я офигел, как много я встретил вас в Никос Next Bots после предыдущего видео. Несмотря на отвратительное количество просмотров, тетя Наташа, как это понимать, видео очень сильно на вас откликнулось. Было огромное количество людей, которые писали свое мнение по поводу Плейса и самого видео. Кому-то понравилось, кому-то нет, но, к сожалению, не без баранов. У фанатов Роблокса настолько атрофировался мозг, что для них самая тупая бегалка от ПНГшек — это лучшая игра. Никон Xbox параша. Эвейт украли ло. Это реально похоже на Эвейт! Но давайте мы их просто обойдем мимо. Кто-то в комментах предложил сделать айсберг по Никос Next Bots. У меня не было опыта в создании айсбергов, но... Нет, ты полез в эту тему, зачем? Спокойно. Я не как типичный ютубер с геймплеем Арсенала на фоне, который читает что-то себе под нос, и вот держите видос, сделанный на коленке. Я постарался над данным видосом, чтобы это выглядело интересно и, не так заезжено. Тип — это советы, которые появляются во время экрана загрузки игры, и их цель — это помочь игроку разобраться в ней. Ведь так? Частично да, но лишь частично. Советы делятся на несколько типов. Полезные советы. Например, Никос Next Bots. вы пробовали играть от третьего лица, что говорит о том, что в игре есть третье лицо на букву В. Нажмите R для Ragdoll. Итак, да. Бесполезные советы. Например, ты не запер свою дверь. Да, это весь совет. Он смотрит. Отсылки на другие игры. Попробуй 3008, Untitled Tag Game, Wait и так далее. Вот список всех отсылок. И заметки от разрабов, описывающие частичку характера каждого разработчика. Нико Никопати. Человек, который являлся единственным на момент создания этой игры разработчиком. Ему помогала лишь мотивация. Никаких денежных ресурсов и команды не было. Когда начнется развитие Плейса, он создаст... Сейчас будет. Вот. Никос 2. Команда из 9 разработчиков, которая разрабатывает Никос Next Bots. Отличная компания. Гаррис Мод. Весь контент игры сделан на основе Гаррис Мода. Текстуры, дизайн, сами Nextbots — это основа Гаррис Мода. Некоторые из вас были правы. NN Mall. Легендарная карта. Самая первая созданная мапа в этой игре, сделанная на основе карты GM Mall Parking из Гаррис Мода. Эвейт, ты абсолютно жирный. Это не Эвейт, это Никос Next Bots. Сейф-зоны. На всех картах, кроме одного исключения, есть безопасные зоны, куда не могут пробраться Nextbots. Только помните главное. Безопасная зона не делает вас бессмертной. Это лишь стена, куда не могут попасть Nextbots. Скримеры. В игре есть скримеры. Но изначально они выключены. В настройках вы можете их включить.
Скажите спасибо разработчикам за сохраненные нервы. Банни-хоп. Начиная бежать и постоянно прыгать, ваша скорость начнет возрастать. Это и называется банни-хоп. Появился он очень давно, еще когда наши деды скакали весь второй даст. Удивительно, но об этом кто-то может не знать. Фиолетовые очки. Дабы в вашем существовании был хоть какой-либо смысл, почти за каждое ваше действие вы получаете фиолетовые очки, и они накапливаются до бесконечности. И также они пропадают, когда вы умираете. За 50 робоксов можно возродиться сохранением очков. Режим, где раунд длится 5 минут на карте, за которую голосуют в лобби. Цель раунда — накопить наибольшее количество фиолетовых очков. И попав в топ, вы получаете бонусные некстбаксы. Кстати, а вы знали, что не обязательно двигаться к первому месту и можно просто насладиться игрой? Но нет, мы обязательно нажалуемся об этом и скажем, что из-за этого Evade лучше. Open World — один из 3 основных режимов игры, где есть огромная карта, по которой вы можете путешествовать на своих двоих. Сама карта состоит из основных 9 карт: NN Mall, NN Russia, NN Port, NN Tunnel, NN Hotel, NN Pool Rooms, NN Airport и недавно появившаяся в новогоднем обновлении NN Outpost. Уровень. Со временем, накапливая очки, у вас снизу справа накапливается полоска уровня. Повышая уровень, вам дают бонусные некстбаксы. А также каждый 10-й уровень вы получаете аксессуар, который нельзя где-либо купить. NN Russia — вторая карта в игре, связанная с NN Mall, сделанная в стиле маленького обычного российского городка по мотивам карты GM Russia, на которой есть магазинчик A12. Да, я хорош. Дико хорош. Хорош. Кстати, раньше она выглядела по-другому, и посмотрев на нее, старая версия мне даже нравится больше. В основном изменения в этой карте связаны с тем, что не было места, где прыгать, из-за чего она казалась просто неиграбельной. Ивенты. События, которые выпадают в совершенно случайный момент игры, но также выпадение ивента можно приобрести за робоксы или некстбаксы. Cancelled? Чё? I think you misclicked. You're supposed to click the buy button. I think you missed the buy button. Bro, why would you click on the Robux option just to click off of it? Oopsie daisy. A few centimeters to the right and you would have had it, bro. Social Space. Режим, где некстботов нет. Карта длится 10 минут. В основном режим сделан для общения, тренировки скиллов. Можете просто гулять по карте и тренировать свой скилл. Кто это вообще придумал? Еще, кстати, это можно считать пародией на Please Donate. У каждого игрока есть баночка со своими пасами. Игрок к вам или вы к игроку можете подойти и задонатить ему. Вот так. Спокойной ночи, моя девочка. Я приду в твой сон. До встречи во сне. Танцполы. На некоторых картах раскиданы танцполы. Их особенность в том, что при использовании таунта, да, тут есть насмешки, танец ускорен в 2 раза, а также там играет крутая музыка. Вавган. Устройство, которое полностью переворачивает геймплей. Если обычный геймплей — это прыгай и убегает некстботов, то с вав-пушкой он полностью меняется, и ты можешь стрелять под себя и летать по всей карте. Кстати, с ним можно пародировать Симпла. Давайте сюда. Бам! Второй! Бам! 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 Ну власть! Бам! Симпл, я тебя люблю, нахуй пошел отсюда. Бам! Вы чё, ах вы крысы! X2 каждые выходные. Каждые выходные в игре вы получаете в 2 раза больше заработок очков.
Ну и все. Радио. Ой, радио. Вещь, которая возвращает некоторых людей в далекое прошлое, еще когда игра только развивалась. По большинству карт раскиданы радио, в которых играет музыка, которая как-либо связана с Никопатием. Будь то он принимал в ней участие, или это его кореша. Angry Manchi. Это основа, базис. Это база. Самый базовый Nextbot, который вот просто база. И базой будет его скорость. 200. То есть в 20 раз быстрее нашей. Если вы не в курсе, наша стандартная скорость это 10 единиц. Но если вы будете смотреть на него, его скорость будет 35. Это все еще быстрее, чем если вы просто будете бежать. А он вам ведь еще и урон наносит. Базово он не появляется. Он появляется лишь на ивенте с одноименным названием Angry Manchi. То есть название для ивента оставили базовым. Possession. Приобретя шар владения за 350 Next баксов и бросив его в любого Nextбота, вы получаете над ним полный контроль, и вы можете начать убивать игроков. Некоторых Nextботов нельзя захватить, как Angry Manchi, по каким-либо неизвестным причинам. Custom Nextbot. В меню, где вы обычно приобретаете ивенты, рядом есть Custom Nextbot. За 25 робоксов вы можете создать своего собственного Nextбота на один раунд. Нужно лишь его название, ID картинки, ID звука приближения и ID звука скримера. Устарело. Теперь своего Nextбота можно настроить очень гибко. Настолько гибко, что я даже не представлял себе как. И вы можете сделать его даже анимированным. Но вот в чем прикол, в открытом мире нету раундов, игра бесконечная, и этим можно воспользоваться. А еще, зная, что их можно спавнить бесконечно, можно делать кучу нехороших пакостей. Тримпинг. Это механика, при которой если вы скользите или прыгаете на наклонной поверхности, например на лестнице, вас может подбросить в воздух, и вы можете разогнаться до таких огромных скоростей. Также за каждый тримпинг вы получаете 2 бонусных очка. NN Voxy. Вы спросите, в чем особенность данной карты? А дело в том, что это единственная карта с нестандартной механикой. Карта представляет собой небольшую деревню из Майнкрафта, где каждому игроку выдается блок, взяв который вы можете ставить и ломать блоки. Выживать на этой карте непросто, поэтому, дабы вам обустроиться и начать жить комфортно, вам дают целую минуту на подготовку. В Social Space, где нет Nextботов, это идеальная карта для создания творчества. Да? Personoid. Один из Nextботов, имеющий особую механику. Изначально он выглядит вот так. И если он кого-либо убивает, например меня, он принимает облик своей жертвы. Поцелуй мой писюн своими губами, покажи то, что есть чувство между нами. Ugly Dance 0. Теперь для вас не секрет, что в игре есть огромное множество различных таунтов на различный вкус и цвет. Они не очень дорогие, в среднем от 1000 до 3000 Next баксов. Однако, есть один таунт, который может вызвать сомнения. Стоимость данного таунта составляет 3 миллиона Next баксов. Так... Поехали! Доктора математических наук нужны. Для более комфортного накопления 3 миллионов рекомендуется брать геймпасс удвоителей Next баксов за 550 рубаксов. Но почему бы не посчитать без геймпасса, лол? Мы будем фармиться в аркаде, так как Nextботы медленнее, чем в открытом мире, и также в этом режиме дают бонусные Next баксы за призовые места. В среднем на то, чтобы начать зарабатывать по 20 Next баксов каждые 10 секунд, нам потребуется в среднем 4 минуты. Если мы умрем, придется прибавлять еще 4 минуты после каждой смерти. Но давайте представим, что мы ниндзя, и мы ни разу не умрем от Nextботов за все время. Раунд в аркаде длится по 5 минут, за 600 Next баксов каждый раунд. Если мы будем каждый раунд занимать призовые места,
это бонусом 200 Next баксов. И да, события в игре мы не учитываем, это рандом, мы берем чистые цифры. Сколько каток это хуйня, сколько каток она делает в день. Быстренько циферку нахуй. Представим, что мы очень хотим получить данный таунт, и мы играем непрерывно по 5 часов в день. В одном часу 10 каток с учетом одноминутного перерыва в лобби. Это 50 каток за 5 часов. Опять же, если мы жизненные перфекционисты, то грязными за 5 часов игры мы получим 40 тысяч Next баксов. Грязными, не чистыми. Чистыми может выйти как больше, так и меньше. Теперь посчитаем, сколько дней по 5 часов нам понадобится накопить. 3 миллиона мы делим на 40 тысяч и получаем 75 дней, блять. 5 часов в день играть в Никос Next Bots на протяжении 75 дней. Но не забываем, что мы можем сэкономить в 2 раза, приобретя геймпасс удвоитель и сидя на жопе ровно целый месяц. Пристрелите его нахуй, просто. А если вы вообще не хотите тратить время, то вы можете приобрести 100 тысяч Next баксов 30 раз и потратить, ну всего лишь там 285 тысяч робуксов. Я вас понял, нахуй. Кьюберт. Это Nextbot с текстуркой улитки. Догадаться, почему улитка и почему она тут, несложно. Это самый медленный Nextbot в игре. Скорость этого Nextbot варьируется от 11 до 20 единиц. Кстати, умереть от нее это самый большой позор и вообще будет инсульт жоп. Сравнение с Evade. Шел 2030 год, и до сих пор сравнивают, что же лучше, Evade или Nikos Next Bots. Война этих двух комьюнити не закончится никогда. Ты снимаешь видос про ННБ, ни разу не упоминая Evade, и четверть комментов будет про то, что Evade лучше. Несмотря на то, что Evade и ННБ очень похожи по концепции, но это два абсолютно разных проекта, к сожалению, битвы говна с мочой никогда не прекратится. Скажу лишь от себя, это два хороших проекта. Разрабы этих игр имеют друг с другом дружеские отношения. Кстати... Коллаборация Evade и Nikos Next Bots. 1 апреля в этом году комьюнити Roblox отпраздновало довольно хорошими первоапрельскими обновлениями. Выход Door с ностальгической версии, после которой L-Splash отправился в депрессию. Абсолютно новый регрессиватор с частичкой хоррора. И другие проекты, где игроки явно насытились своей любимой игрой. Но... эта гениальная компашка из Нико и Evade пошли еще дальше. Listen, can we change places? Не, ну это вообще подписан. Давай, чувак. И на 1 апреля они просто поменялись местами. По итогу Nikos Next Bot стал Evade, а Evade стал Nikos Next Bots. В ННБ, который типа Evade, переехали карты Pitstop, Drap, Acid Ruins и Icebreaker. Появился Sunny... Встречайте на сцене диджей Арбуз. Sonic Event и... Да, мы теперь Evade. Мы выкупили Нико и его игру. В течение следующих нескольких дней мы выпустим исправление некоторых ошибок. Ты? Это просто я. Проверь, чтобы твое окно было закрыто сегодня ночью. Overhaul основан на Nikos Next Bots, так что... Overhaul's out. Yay. Together, we are Nikos Next Bots. Как же это было обалденно. Кути. Еще один необычный Nextbot, но только необычен он не своей механикой, а своей историей появления. Кути — это подушка Ника, которая была сфотографирована с разных ракурсов и сделана как Nextbot. SCP-294. На вид это стандартный автомат с кофе или различными горячими напитками. Подойдя к нему, мы можем написать желаемый вид напитка. И тут надо вводить код напитка. Их в игре очень много. Ссылку я, пожалуй, оставлю в описании. Но все же укажу пару примеров. Например, написав Shield, вы получите дополнительные максимальные 100 хп. Введя кола, вы получите колу. А введя Рейдж. Еще немного.
Жди, сука. Опа, пивка для рывка. Туннел. Казалось бы, обычная карта, сеть дорог и туннелей, объединяющая Россию, торговый центр, порт и аэропорт. Что в ней не так? Во-первых, ее нет нигде, кроме открытого мира. Во-вторых, на ней нету безопасных зон. На всех картах, кроме одного исключения. В-третьих, здесь есть лишь 5 видов некстботов. И шуточно, как остальные некстботы, они не выглядят. И это неудивительно. Сама атмосфера туннелей не из самых приятных. Так еще и эти страшные лица. Скорость этих некстботов в 8 раз быстрее игроков. А именно 80 единиц. Так что встреча с одним из них может стать фатальной. Поцелуй мой пись... Просто мини-справка. На баннихопе вы можете увеличить скорости на 78 единиц. Так что они все равно быстрее вас. И самое привлекательное то, чего нет нигде в игре. Галлюцинации. Каждые 5 секунд мы получаем урон на 1 единицу здоровья, что говорит о том, что без лечилок бесконечно находиться здесь не получится. Когда ваше ХП дойдет до 70, далее еле прозрачным текстом начнут появляться странные фразы. И они явно не веют добрым подтекстом. Спустя еще время экран начнет мигать, и вас будет поворачивать на 90 градусов. Лучше в этом месте долго не находиться. Nikos Next Bots Legacy. Отдельный плейс Nikos 2. Оригинальный Nikos Next Bots до обновления Overhaul. Прямая демонстрация, с чего начинала игра, и источник ностальгии для олдов. Кстати, даже есть и неплохой онлайн. И да, я застрял на айсберге. Коды в A12. В NN Russia есть такой маленький магазинчик A12, название которого является отсылкой на магазин из реальности 7-Eleven. Но такого магазина в России нет, поэтому это родная пятерочка. И в этой пятерочке, если оглядеться, можно заметить замок с циферной клавиатурой. И если вводить что-то рандомное, ничего не будет происходить, но есть 2 правильных кода, после которых нам издается характерный звук. Это 42 и 6969. Выводы делайте сами. Эксклюзивные боты. Это целая длинная категория. В админ-панели есть куча различных некстботов, которых вы нигде не встретите и которых можно встретить при каких-либо заданных условиях. Каждый из них имеет абсолютно нестандартные механики. Как вам, например, некстбот, который двигается только тогда, когда вы стоите на месте? А как вам некстбот, которого вы видите за любой преградой? Вот это уже реально страшно. Или как вам вирус? Это вообще некстбот? Или... Подождите, а это вообще Хэппи? Если вы пороетесь среди этого списка, вы увидите некстбота с именем Хэппи. И... Ты даже не заметил, как твои яички были опустошены. И это самый быстрый некстбот в принципе. Его скорость составляет... 750 единиц. Недоступные карты. Под ними я имею в виду карты, которых вообще нет ни в одном режиме и являются лишь эксклюзивом VIP-сервера. Если ваш VIP-сервер стоит на режиме аркады, его можно поменять, то у нас открываются карты NS4. Я думаю, мне не надо пояснять, что это. NN Big Maze Arcade, что является бесконечным лабиринтом и что отсылает на GM Big Maze. Если ваш VIP-сервер стоит на Open World, у вас открываются оригинальный Big Maze, Dream Maze и Flat Grass.
И самое главное, NN Playground. Тут можно делать все. Я не знаю, что мне еще сказать. Система возрождений? Подождите, что? Это реально похоже на Evade! Да. Когда-то разработчики заценили идею с помощью игрокам выжить. Они предложили ее игрокам, и игроки тоже заценили. Ну, правда, ее нету на основных серверах. Хотя сама идея довольно старая. Саму опцию можно включить, не поверите, на випке, включив падение. И если мы попадем в Nextbot, то произойдет следующее. Начнется обратный отчет до окончательной смерти. Если кто-то успеет вас возродить за это время, вы вернетесь в строй с сохранением всего, но с 50 хп. Интересная тема, которая могла бы увеличить взаимодействие игроков друг с другом, но, к сожалению, этого еще нет в игре. NN Map Template. Это не совсем карта и не совсем связано с основной игрой. У Nico студии есть кое-какой place, NN Map Template. И говоря простым языком, это place, где находится добрейшее большинство ассетов Nico's Nextbots. И этот place можно скопировать к себе в Roblox Studio. Удаленные Nextботы. Были случаи, когда некоторых Nextботов сносили из игры по разным причинам. Некоторые случаи могли вам быть известны. Например, Абунга из-за пропаганды и расизма, Куандай, самый первый Nextbot игры вообще. И изучая каждого из них, мне становилось жутко. Но мой предел дошел на Nextboте Томино. Тогда я не знал, что это такое и к чему это может отсылать. Знаете, в основном PNG картинки, как хоррор, это лишь жалкая попытка пошутить. Но насколько мне стало неловко от его, изображение не пойми как сделано, которое реально выглядит жутко. И еще более жутко становится от того, когда ты читаешь его причину удаления. Изображение представляет собой художество, созданное после того, как художник столкнулся с... А файлом аудиоприближения является японское стихотворение. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Но представьте себе, что эта картинка была, блядь, на логотипе игры некоторое время и на предпросмотре выбора режима. Подумай только! Ошиблись нечаянно, простите. Geminus Event. Geminus Event является самым редким выпадающим ивентом в игре. Шанс его выпадения 0,95. Они пришли с того мира. Сариэль и Рамиэль. Два Nextбота, у которых полностью перестроена логика передвижения. Вместо прямого движения к вам, они строят путь до вас и практически моментально его пересекают. Если один из них напал на вас, адреналин, который вы будете испытывать в этот момент, больше никогда не испытаете в любой другой ситуации. Ваша жизнь буквально висит на ниточке. Не передать словами первые эмоции, получаемые в этот момент. Это невероятно. Это захватывающе. Наверняка хоть раз изучая карту NN Russia, вы могли находить некоторые пометки какого-то NNS на телевизорах, настенных надписях, причем со странным подтекстом NNS лжет. Но что это за NNS?
Никус новостная станция — это канал, который транслируется по телевидению ВНН Раша и был основан летом 1967 года. Благодаря росту популярности интернета в 2000-х у них появилась более широкая аудитория и у них появился собственный сайт, кстати, который расшифровали при помощи одного ВХС ролика. Да, этот код с помощью расшифровки ASCII и вывел данный сайт. И знаете что? Здесь миллион секреток. От кода элемента до скрытых деталей на самом сайте. Вместе со своим напарником Винзом мы разбирали данный сайт 5 часов и, кажется, изучили все, что здесь есть. Я даже не знаю, на какой детали можно продолжить данный айсберг. О, идея! Если мы залогинимся на сайте, далее в разделе с пропавшим мальчиком нажмем «Контактировать», где появляется сообщение от людей в Nextbot'ах, а сейчас неожиданно я выдал, да? Нажмем на конструкцию. Нас перекинет снова на почту, где нам Джордан намекнет. Я думаю, ты заметил новые посты. Опа! Зайдем снова на сайт и... Воу-воу-воу, эй-эй-эй! Это что за трясущийся квадратик? Нажимаем и... Здравствуйте. Эдвард Брукс, выдающийся ученый и исследователь в области теории информации и квантовой физики, уделяющий особое внимание изучению энтропии. Хотя характер его работы является конфиденциальным, считается, что он исследует границы квантовой механики. И доисследовался. Его великим проектом станет... Бридж. Вот вы помните первый Half-Life и саму историю каскадного резонанса. Ученые экспериментировали, достали кристалл из другого мира, пытались изучить и посмотреть его энергию и... бум-бум-бум. Ну, здесь примерно такая же история. Ника корпорация инвестировала в изобретение доктора Брукса. Сделали машину, которая должна была продвинуть науку далеко вперед. И бум, вдруг пошло все не по плану. Машина полностью сошла с ума. И теперь машина оживляет людей и превращает их в картинки. Шутки шутками, но данное событие является действительно страшной неудачей компании. Страшные последствия затронет торговые центры России. Появятся мертвые души в виде картинок, у которых будут действительно негативные мотивы на эту компашку. Вследствие, Бридж еще и воссоздаст сейф-зоны. Вместо мирного выключения данной машины, компания будет максимально сильно пытаться замять данный инцидент, будто ничего в торговом центре не происходило. Бридж никогда не была неудачной, иначе как бы мы сюда попали? Это и есть основной лор. Огромная история, которая имеет дополнительные секреты и файлы. Про лор можно говорить бесконечно, как и бесконечно можно приводить новые теории. Если у вас есть на что про это поболтать и обсудить с другими людьми, комменты всегда открыты. Лаурель. Очередной удаленный Nextbot. Однако, удивительно, про него ничего не написано в Википедии игры. Даже нет малейшего упоминания о нем. Это Nextbot со странным изображением девушки и не менее странными чертами лица. Весь подвох заключается в истории данного Nextbot. Дело в том, что это оригинальное изображение данной девушки, Дженни Гамес, является снимком девушки, точнее попыткой воссоздать ее образ. Изображение было создано по набору человеческих найденных в чемодане в июне 2014 года, а Дженни были найдены в 2014 году в состоянии сильного разрушения, и, вероятно, она умерла, когда встретилась со своим предполагаемым убийцей в 2012 году. Довольно криповая история. После этого, как только добавили этого Nextbot'а в Никас Nextbots, осознав, какую ошибку они совершили, они его удалили. Hey, wanna listen to some tunes?
Знакомьтесь, это PGA Shell Films. Имеет почти 3 миллиона подписчиков. Он стал известным благодаря видосам по Балди, в частности, благодаря видосам по Роблоксу. Снимал себе да снимал, но однажды он проник в Никос Next Bots. Он снимал видосы по нему, и снимал, и, видимо, настолько ему эта игра запала в душу, что он решил создать свой ремикс на музыкальную тему магазина в стиле музыки из Балди. Ремикс был реально клевый, и естественно эта работа не осталась в стороне от Никопати. По итогу в октябре 23 года состоялась музыкальная коллаборация двух этих людей. Они вместе создали саундтрек, который прозвали «Ностальгия Лобби». И если вы играли до осени 24 года, вы могли услышать его в игре. Могли. Но почему могли? А все дело в том, что буквально 4 месяца назад, в сентябре, на него сделали большое разоблачение в виде Google документа. Там очень много чего расписано. Поэтому для начала я хочу передать большое спасибо этим двум ребятам за довольно короткое и понятное повествование. Итак, если говорить очень сильно вкратце, в сентябре 2024 года он был разоблачен за непристойные шутки с несовершеннолетними, хотя ему было больше 18 лет, и за отправку изображений животных. Он также навсегда заблокировал людей в своей игре в Роблоксе за упоминание об этих обвинениях. 11 сентября 2024 года аккаунт PGA Shell Films в Roblox был удален Роблоксом, или он удалил его по собственной воле. Точная причина неизвестна. 13 сентября 2024 года PGA Shell Films написал в своем твиттере, что начнет судебное разбирательство в отношении людей, которые выдавали себя за него в социальных сетях, предположительно распространяя ложь и дезинформацию о нем. И вот представьте лицо Нику в этот момент. Человек, с которым он делал коллаборацию, оказался ником, которому нравились мертвые животные. Естественно, он нахер выпилил саундтрек из игры, удалил связанное с ним видео и удалил эту музыку из сервиса Spotify. А ремикс на магазин, с которого по сути началась вся эта история, была удалена из YouTube по просьбе одного из разработчиков Baldi's Basics, Энтони Хэмптона, из-за разногласий и споров вокруг PGA Shell Films. Вот такая вот история. Коррупция — это ивент, который на время был удален из игры. Ивент представлял собой те самые потерянные текстуры из Гарриса, которые со временем начинали разрастаться на карте. Приведу пример на регрессиваторе. Там есть один этаж с похожей задумкой. Его не было в основной игре, а получить его можно было только с помощью активации админкой. Очень старой админки. Появился он в конце 22 года и также быстро закрылся. В чем причина? Ну, когда вы его запускали, то на карте буквально ничего не происходило, словно ивент не был даже сделан толком. Этот ивент все еще находился в разработке и находится на нем и сейчас. Когда он выйдет, неизвестно, но точно можно сказать, что совсем не скоро, так как этот ивент не является приоритетом для разработки. Как только закончатся приоритетные задачи, тогда можно будет вернуться к менее приоритетным. Error Event — это событие, которое является плейсхолдером для других ивентов. Ивент нигде не встречается ни на общественных серверах, ни в админке. Призывать данный ивент могут только разработчики игры. В чем суть? При запуске ивента Nextbots пропадают и всплывает фатальная ошибка Роблокса. Обнаружена модификация системы или движка. Немедленно сообщите об этой ошибке и закройте окно. Код ошибки 13 с 2 кнопками выход. Данная ошибка является лишь приветствующим сообщением, как J-Event, и больше ничего не происходит. Экран пустой, Nextbots и сущностей нет, лишь играет жуткий фоновый звук с красным освещением. Напомню, ивент может призвать только разработчик. Однако были зарегистрированы случаи, когда в самое обычное время в аркаде или открытом мире начинался данный ивент. Если это происходило, значит на сервере есть хакер, который взломал админку в Никос Next Bots. Кстати, я нашел довольно интересный скриншот. Это дитя взломало 3 новых ивента. В любом случае, он получил бан в Роблоксе, потому что был хакером, лол. Вот теперь представьте табло тех людей, которые в самое обычное времяпровождение в игре ловили эту ошибку. Подождите, это что, ЭВ?
Про это событие неизвестно ничего, но по словам одного из разработчиков, джекпот — это событие, во время которого появится 10 случайных некстботов, и оно продлится около 60-100 секунд. Также есть небольшая анимация сундука с добычей. Влад. Загадочная личность, имеющая неизвестную историю. Одет в новогоднюю шапочку на фоне какой-то неизвестной комнаты. В последнее время он начал активно заражаться на серверах Никос Next Bots. Все это воспринимает как жалкую шутку, мол, вау, это Санта. Мой отец? Однако, он может скрывать куда более страшный мотив. Но самое страшное даже не это. Он начинает распространяться по всему интернету! Ладно, это все заходит слишком далеко. Конечно же, картинки с Владиком нет в Роблоксе. И это лишь рофл-хоррор от Клэдиса. Верно? Верно ведь? Верно. Vlad is everywhere. Большое спасибо подписчикам на Бусти, в особенности Мини-Тун, Егор Бульгутов, Уж и Адский отель Петрельки. Благодаря вашей помощи видос вышел таким идеальным, как я считаю. Да, мы даже связались с Ника Пати, это огромная история. Вот такой вот вышел видос, как по мне, это самый лучший видос на канале. Я до сих пор с вами, увидимся в следующем видосе. Ну и миллион артов, конечно же, от вас. Ёп, сколько там артов.